В выпуске лучшие 10 вещей за 2021 год мотоциклетной и эндуро тематики. Это мой личный рейтинг, с которым я хочу с вами просто поделиться. Много всяких интересных вещей присутствует сейчас на рынке, и можно легко запутаться. Давайте-ка я вам расскажу, чем пользуюсь лично я и почему мой выбор именно такой. А еще поговорим сегодня то, чего меня действительно удивило в 2021 году. Те вещи, которые, вероятно, понадобятся и вам, если вы занимаетесь эндуро и ездите на мотике. 2021 год был очень насыщенный для канала «Все эндуро». Мы побывали в абсолютно разных странах, много где поездили, попутешествовали. И вы знаете, ребята, вот то, что удивило меня больше всего и произвело впечатление, это когда мы были в Киеве, и я первый раз попробовал подвеску Del Soggio. Вообще, по-честному, подвеска – это крайне интимная тема, и много очень убежденных людей, и, в принципе, я тоже таким же был, что не важно подвеска, важно, как ты умеешь ездить. В общем, подвеска действительно, ребяточки, очень много решает, и для меня встал вопрос, как мне там ее приобрести, но это, опять же, тема другого видео, которое у нас будет обязательно на канале. Мы поехали специально, я поехал в Киев, чтобы поставить себе лично эти картриджи. Это знаешь, что я сейчас делаю? Это я сейчас конкурентам вставляю, ты понимаешь, с помощью Del Soggio, вставляем, понимаешь, что в 2022 году я на гонке буду делать это постоянно кому-то вот так вот сзади напихивать, потому что у меня есть Del Soggio. До того, как я попробовал Del Soggio, честно, я был абсолютно уверен, что YP делает вещи. Ну вот у меня КТМ 22 года, я ездил на нем, и мне очень нравилась вот эта диванность. Мне было по кайфу, когда ты едешь на этом мотоцикле, и все у тебя получается хорошо. Конечно, это абсолютно другой мир, в отличие там на каких-нибудь там китайских мотиков, хотя китайские подвески тоже, в принципе, приближаются к показателям подвески YP, но им, конечно, еще далековато. Так вот, я был абсолютно крайне убежденным человеком, что YP это прекрасная подвеска, которую просто нужно настроить, а главное, нужно уметь ездить, и вот это все. Я когда сел на этот мотоцикл с этой подвеской, я вдруг понял, что то, что раньше для меня были какие-то сложности и проблемы, например, это подъемы со ступеньками, где большие камни, сложные подъемы с корнями, и вот когда вы садитесь на эту подвеску, вы понимаете, что это абсолютно другой мир. У вас нет страха, что вас где-то перекрестит или мотик поведет себя как-то неправильно в какой-то ситуации. На самом деле, тема читерская. То есть, вроде как ездить на этой подвеске в 100 раз легче на мотоцикле, получается у тебя больше, а главное, ты не ссышь и открываешь вонючку немножко больше, чем ты можешь на самом деле. И она вот разрешает это делать. И когда я попробовал эту историю, я понял, что жить я без этой подвески больше не хочу. Почему я выбрал Del Soggio, хотя, в принципе, мог бы наверняка позволить себе купить какие-нибудь более крутые бренды, например, YP Convalve или прочее. Уж покупать, если подвеску, то таскать ее к мотоциклу – это нормальная история. Про это мы поговорим, безусловно, в отдельном видео про Del Soggio, потому что хочется про нее говорить и рассказывать, делиться с вами, чтобы вы тоже сделали правильный выбор. Но быстренько скажу вам, что за 650 или 680 евро вы получаете подвеску перед, зад, подвеска, в которой изменила, мне кажется, черт возьми, мой мир. Теперь я могу ехать быстрее, теперь я могу ехать точно надежнее, потому что нет вот этого всего. И теперь я могу получать больше удовольствия. А ведь главное в эндуро это что? Удовольствие. Продолжаем. Второе место в моем личном рейтинге – это, безусловно, защита Alpinestars. Ребята, целый сезон я гонял вот в этой защите, купил ее в начале сезона, и, честно, она вообще перевернула мне мой мир, что касается защиты. Для этого я всегда ездил в защите Elite, они мне казались самыми надежными, наверное, действительно оно так и есть, но, честно, я вам должен сказать, что когда вы одеваете вот эту защиту, вы понимаете, что на вас как будто защиты-то и нет. А едется в ней в 1000 раз легче, она более комфортна, она очень хорошо дышит, прекрасная вообще абсолютная защита по сравнению с Elite. После льда, когда ты одеваешь вот это вот, у тебя прям вообще настоящий кайф. Почему она так хороша? Да потому что она сделана по технологии, тут специально обученной, от Alpinestars, и она очень-очень
мягенькая, она везде гнется, посмотрите. Она точно так же, как Elite, закрывает вам ребра, поэтому, не дай бог, все будет у вас в порядке. А главное, у нее довольно длинная спина, то есть ее вот здесь она еще может немножко регулироваться. Поэтому, ребята, защита Alpenstar мне прям открыла мир. Я с большим теперь удовольствием, а главное, ты не выглядишь как толстяк, а все бывшие толстые люди комплексуют на эту тему. Но есть в ней и минус. Да, тут уж извините, она такая, знаете, ну вот сезон она покаталась и, к сожалению, кое-где подразвалилась. Ну, походит еще точно минимум 2 сезона, поэтому, в принципе, защита на 3 сезона стоимостью что-то там в районе 20 тысяч рублей нормально. Тем более за такую, которую абсолютно не чувствуешь. Вот прям точно вам, парни, рекомендую. Кайфанул, получил удовольствие. Переходим к 3-й позиции. 3-е, то, что я открыл в 2021 году, это шлем. Магазин-склад, наверное, один из самых больших в России по запчастям, по комплектующим, по резине, по маслам для австрийских мотоциклов и для японских мотоциклов. Ребята, сейчас покажу вам, что здесь есть. Поехали. Попадая в подобные места, всегда хочется пораскрывать коробочки, посмотреть, потрогать. Более 20 тысяч наименований, просто лежащие на складе запчастей для австрийской и для японской мототехники, что касается эндуро и мотокросса, ребята. Это очень серьезно. Если честно, то это, наверное, один из самых древнейших магазинов, где мы покупаем уже запчасти на протяжении, наверное, 8-10 лет. Прелесть этого магазина в том, что здесь можно купить абсолютно на любой кошелек. Вот, например, Мобиусы, можно, пожалуйста, топовые Астериксы, а можно и попроще Асербис подобрать сразу шлем. Главное, ребята, что все это можно сделать в одном месте. Еще у парней есть огромный выбор резины для мотокросса и эндуро абсолютно любых брендов. Ты можешь просто приехать, выбрать и купить. Вот, например, сейчас шипованной нигде нет, а вот здесь она просто лежит, причем разные варианты, какую только хочешь. Есть резина, есть экипировка, есть расходные материалы. Ребятчики, вы на канале Все в Эндуро, продолжаем смотреть и очень рекомендуем вам магазин Moto Falcon, который открыт фактически каждый день. Его нужно правильно выбирать, нужно четко понимать, какой ты хочешь, и желательно, конечно, их всех померить перед тем, как покупать. Но ссылаясь исключительно на мой опыт, давайте я вам расскажу, какая у меня была с ними история. В общем, у меня был вот такой вот шлем. Мне его подарил мой друг. Я одел его всего 2 раза. Очень сильно упал в этом шлеме и понял, что это я упал из-за шлема. Вообще, на самом деле, я крайне вот в этом смысле человек верующий и чувствую, что если вдруг ты одеваешь что-то, какую-то новую вещь, и вдруг ты в ней что-то падаешь или еще что-то, то я стараюсь ее больше не одевать. Честно, правда, оно так и есть. Шлем прекрасный, Айрах. Это, по-моему, у нас Терминатор. Да, так и есть. Но как он на мне сидит, мне не нравится. Огромная башка. Мне не нравится его скорлупа. Как, в общем-то, в принципе, все Айрахи. Был у меня Авиатор. Купил, поддался, так сказать, всем трендам. И скажу вам, парни, не мой шлем. Не бывает плохих шлемов, бывает не твой. Следующий шлем, с которым я ездил долго, и вот здесь даже есть подпись Грэма Джарвиса, это шлем от компании Just One. Шлема очень хорошие, мне они, правда, понравились. И если бы не следующий шлем, то, наверное, я на нем так и ездил. Он, правда, немножко подразвалился, но так как я не очень хорошо отношусь к вещам и постоянно их куда-то деваю, что-то в них кидаю, ну и вообще такая история, расходная часть, то, как бы, наверное, в нем бы и ездил. Ничего плохого про этот шлем сказать не могу. Прекрасный шлем, наверное, хороший будет подарок для тех, кто сейчас ищет подарки перед Новым годом. Но скажу вам так, ребята, есть за эти деньги варианты и покруче. Итак, ребят, вот тот шлем, который кажется сначала, ну, такое себе, честно. Когда ты берешь его в руки, ну, не, он там все качественно сделан, все классно, но у него такая, знаете, необычная скорлупа. Она вот немножко какая-то такая, хоп, как, знаете, кружочек такой вот. Очень странный, конечно, козырек. К нему довольно много вопросов у многих, я знаю. Но, парни, когда вы одеваете этот шлем, то есть вот когда в руки держите, ну, вот такой, типа, да, хороший, неплохой шлем, но когда вы одеваете этот шлем,
то, видимо, в нем все так круто сбалансировано, что снимать его совершенно не хочется. Очень удобный, очень комфортный, очень приятный внутри. И когда ты в нем едешь, ты просто не чувствуешь этот шлем. Хотя он весит килограмм. Господи, сколько же он весит? Килограмм 280, считай 300, килограмм 300. Очень большой обзор. И поэтому, когда ты едешь, иногда даже не хочешь его снимать, потому что снял очки и ощущение, что у тебя шлема на голове нет. Баланс, черт возьми. Ну и последний шлем, который, ребята, вызывает у меня довольно много вопросов. Вот этот шлем я увидел его на Романьяке у некоторых гонцов. И, знаете, мне захотелось его подержать в руках. Но когда ты его держишь, у тебя есть немножко небольшие сомнения, что в степени защиты. Хотя многие парни, которые мне написали про этот шлем, когда увидели в Инстаграм, кстати, если ты не подписан, обязательно подпишись, я вот оставляю ссылочку. Мы много там обсуждаем, а главное, я всем отвечаю, потому что хочется с вами, пацаны, пообщаться. Так вот мне написало очень много европейцев и сказали, что, чувак, не гони, шлем классный, мы много лет в нем ездим, и это прям кайф. И действительно кайф. За 25 тысяч рублей ты получаешь офигенный шлем, карбоновый, весом 920 грамм. Вообще прям все здорово, удобно. И когда ты его одеваешь, в нем все комфортно. Но мне лично в нем не так комфортно, как, например, в Хебо. Поэтому все-таки мой выбор, что касается шлемов, и то, что меня удивило в 2021 году, это правда Хебо. Может быть, я поменяю шлем Хебо на шлем Bell. Конечно, это разные весовые категории, безусловно, здесь говорить не о чем. Но, ребяточки, Хебо за свои деньги, 30 тысяч рублей за шлем, классный, очень качественно все сделано. Точно. Ладно, ребята, хорош с шлемами. Переходим к четвертой вещи, которая меня удивила в 2021 году. Поехали. Про колени. Да, ребят, знаете, когда я выбирал эти наколенники, я подошел довольно серьезно. Я отъездил на них сезон и хочу про них рассказать. У меня до этого тоже был Астерикс, но только покрупнее, побольше и такие, знаете, прям совсем кондовые. И когда я взял в руки вот эти наколенники, я подумал, что, они прям совсем капец легкие. Но они прям настолько легкие, что ты их не ощущаешь. Когда я одел эти наколенники, я понял, что это вообще мои наколенники, потому что они настолько легкие, настолько комфортные, настолько прям очень удобные, что я вот прям готов им все остальное простить. А простить есть что. Собственно, год отъездив в этих наколенниках, у них, конечно, уже не так все хорошо, как кажется на первый взгляд. Значит, посмотрите, вот это вот шарнирчик начинает ходить. Вот так вот. Вот здесь тоже не все очень хорошо. Я в них падал. И было больно, честно. У многих брейсов вот здесь вот не защищено. Давайте вот по-честному, все, чтобы было прям по-правильному. Поэтому, когда ты падаешь на колено, я не понимаю, почему они не могут это сделать. Ты прям ударяешься вот этим местом, и тебе больно. Есть неплохая альтернатива этим колен, конечно же, Yami Customs. Очень классные колени, которые делают под вас, но я для себя открыл, не стал их покупать только по той причине, что все-таки, если вы заметили, то я сильно похудел. Похудел потому, что захотел участвовать в гонках и вроде как решил свои проблемы со спиной. Выздоровел со спиной, начал заниматься, начал держать диету, и если бы я тогда заказал себе наколенники Yami Customs, то сейчас бы пришлось бы заказывать новые. А эти немножко ремешок подкрутил, хоп, и все, едем дальше. Поэтому, ребята, если стоит выбор все-таки в наколенниках там, от 50 до 70 тысяч рублей, ребят, обязательно посмотрите, это действительно очень хорошая, качественная вещь, которая, наверное, не то чтобы меня удивила, но, наверное, оставила хорошее впечатление. Идем дальше. Пятым пунктом будем разговаривать о мотоботах. Здесь есть о чем поговорить. У меня есть вот такие мотоботы. Это гаерные, вы прекрасно их знаете, двенашки. У меня есть вот такие мотоботы. Это гаерные мои, одни из самых первых, вменяемых мотобот. Тоже двенашки, вы их тоже прекрасно знаете. У меня есть вот такие мотоботы. Очень люблю эти мотоботы, вообще прям кайфовые, как пироженки, знаете, на ногах, как будто ты в кроссовках гоняешь.
очень тоже люблю, но это тоже не самое лучшее. Значит, и следующий мотобот, который я вам хочу показать, который лично меня, честно, удивила. Во-первых, их цена мне очень понравилась, она прям прекрасная. А во-вторых, качество защиты, оно вообще невероятное. Ну, а главное, конечно, еще и негативные моменты, которые тоже меня удивили в этом году. Ребята, это мотоботы, вот они, красавчики. Всем известные лиды 5.5. Во-первых, очень хорошая защита. Вот этого изгиба здесь, ребята, нет. В отличие, например, от тех же Альпинстаров. Ой, сейчас все попаду. Смотрите, видите, они ломаются. Когда вот так вот сапог ломается, вы должны представить, что это может случиться с вашей ногой. Ну, старый фокус, старожилы сейчас наверняка меня поправят, но все-таки такая история есть. Во-вторых, в них очень комфортно и удобно. Они внутри, в принципе, не сильно хуже, чем вот эти, а в этих защиты гораздо меньше. Но в них есть косяк. Они крайне ненадежные, к сожалению. Живут они... Ну, у кого-то 1,5 сезона, у кого-то сезон, у кого-то вообще полсезона. Все зависит, как вы ездите, быстро, медленно или хорошо. Если вы готовы мириться с тем, что вы выкинете их через сезон точно, то вот прям рекомендую. А вот здесь вы спросите: Кирилл, ну а почему не гаерные? Кто пробовал, собственно, мотоботы Альпинстар и Лид, тем довольно сложно вернуться в гаерные. Гаерные, наверное, одно из самых лучших мотобот, что касается степени защиты, но одна, наверное, из худших, что касается комфортно и долгого пребывания. Мы же с вами все-таки эндуристы, а эндуро — это тогда, когда долго и терпеть надо. Вот когда вы в гаерных, к сожалению, то ли нога у меня такая, то ли еще что-то, но терпеть приходится еще и определенный дискомфорт в ногах. Поэтому нет, ребята, одеваю гаерные очень редко. Это вот вообще фактически новый, одел, наверное, раз 5. В тех проездил года 3-4. Ну, такое себе. Если бы знал, что существует вот это, точно бы, наверное, никогда бы не купил гаерные. Хотя в них я, честно, ударялся и было больно. В гаерных такого нет. Эти мотоботы одеваю только тогда, когда я тренируюсь вот здесь вот по своей грибной трассе, ну, такой кросс-контрийные, иногда с хард-эндуро элементами. Трасса 21 километр в лесу. Как кроссовочки одел, не торопясь, спокойненько. В принципе, все, ножку держат. В горах, конечно, в них довольно опасно, сложно, но главное, небезопасно. Поэтому переходим к 6-му пункту. Что меня там удивило в 2021 году. Итак, друзья, это USFI. Да, вроде бы гидратор, что здесь такого, но вот все очень грамотно, круто, технологично. Наверное, лучшее, что сейчас есть на рынке из гидраторов. Вообще, если честно, до того, как мне в руки попал USFI, я вообще не думал, что на гидратор имеет смысл обращать внимание, что это вообще какая-то вещь, о которой вообще нужно говорить. Сейчас понимаю, что я был абсолютно неправ. Качество исполнения этих гидраторов, и настолько все там комфортно. Короче, когда ты одеваешь этот гидратор, у тебя нету вообще никаких вопросов. Да у меня, в принципе, их никогда не было, честно вам должен сказать. Но с этим гидратором ты понимаешь, что ты вообще все это время не доживал. Знаешь, то есть можно гораздо удобнее пить, гораздо комфортнее не лезть за телефоном. Инструмент, все открывается очень легко, закрывается очень легко. И это, безусловно, очень приятно. Поэтому, конечно же, USFI, если вы выбираете себе гидратор, я знаю, что их довольно сложно сейчас купить, но все-таки обратите внимание, попробуйте сделать вот эта вот защелка. Он не прыгает на вас. Это очень комфортно. И, конечно, качество материалов. Вот сама вот эта поилка, сам гидратор, сама гидросистема, она сделана вот прям грамотно, продуманно, до мелочей. Все для того, чтобы вы не думали ни о чем, потому что парни из USFI подумали. Спасибо компании USFI за такой, правда, охеренный гидратор. Кстати, подсмотрел я их, когда мы были на Романьяке, я все еще подумал, что это такое, я вообще такого никогда не видел. USFI какой-то, раньше мы думали, что только с лидом надо ездить. Вообще, как оказалось, что я всю жизнь ездил с лидом, у которого вообще велосипедный гидратор.
Короче, юсвы, парни, идем дальше. Дорогие мои хорошие, любимые эндуристы и мотокроссмены, и люди, которые любят свободу, мотоциклы и вот это все. Хочу вас пригласить в новогодний эндуро-тур с 3 по 7 января. Это такая маленькая семейная группа, где мы будем максимально погружены непосредственно в вас. Будем много тренироваться, много ездить, потому что вся эта зима уже порядком надоела. Я уже сам жду этого тура, чтобы вообще не слезать с мотоцикла и постоянно гонять. Много будет путешествий, интересных историй. Будем уезжать утром, возвращаться ночью. Все как мы любим. Есть прокатная мототехника. Приезжайте с семьей. Будем вас всех очень рады видеть. И, кстати, будем там снимать новый выпуск канала Всем Эндуро, где вы можете поучаствовать в нем непосредственно как участник, потому что этот тур мы решили снять. Когда немного народу, буквально будет человек 15-16, мы будем вместе с вами. У меня будет время и поснимать, и покататься, и потренироваться. Конечно же, кстати, будут и эндуро-тренера всякие знаменитые, поэтому обязательно присоединяйтесь. Буквально пару мест прямо сейчас возьмите, психаните, если не определились с новогодними каникулами. Поехали с нами, прокатимся в Крым в эндуро-тур с 3 по 7 января. Хапанем немножечко кусочка весны и с хорошим настроением начнем Новый год. Я уже очень много лет езжу в термобелье под названием X-Bionicle. Imagine a product that has conquered outer space. Майка, она с 2017 года. Ну, по-моему, это совсем неплохо. Значит, с 2017 года, немножко где-то, да и, в общем-то, даже и не порвалась. Поэтому, что касается качества, разочек можно, наверное, заплатить 20-ку вот за вот эту вот штуку, но потом кайфовать просто всегда. Летом, зимой, в любые условия. Я одеваю вот эту термуху, она еще и утягивающая, а это значит, что держит вас внутри, и ваши мышцы никуда там не расходятся, они все время в небольшой компрессии. Очень удобно и комфортно. А главное, она не вонючая. То есть вы покатались и совершенно спокойно 2 дня в ней можно гонять, потому что она с серебряной нитью. Скажете, реклама. Фиг там. X-Bionicle, к сожалению, не дает нам никакие там рекламные контракты, потому что это крупная взрослая компания, такие контракты есть только у популярных блогеров. А мы, видимо, еще не дотянулись. Короче, если честно, я вот прям сам сидел и думал, какую термуху купить? У меня сейчас есть Dragonfly'евская, куча термухи из Декатлона, какой-то там тоже хороший крафт или что-то такое. Потом парни из Cool Zone мне тоже привозили термуху. Но, честно вам скажу, ребята, все они хорошие, но недостаточно настолько комфортные, настолько крутые, настолько офигенные, как X-Bionicle. Поэтому в 2022 году, ребята, я заказал себе комплект X-Bionicle номер 2. Следующие, парни, это сушка для обуви. Вот вроде бы смешно, мелочь, да? Подумаешь, там бросил на батарею или еще как-то, или у жены фен спер, засунул в мотобот и посушил. Парни, вот настолько я влюбился вот в эту сушку в 2021 году, что таскаю ее даже на все наши сборы, и из-за нее регулярно происходят настоящие драки. Очень удобная штуковина. Вставляете вот так вот, в общем-то, ее в ботинки. Вот можно сушить сразу 2 пары. Я обычно сушу шлем и на мотоботы. Вставил, включил. И вот здесь вот некоторые вещи можно повесить. Например, часто, извините за подробности, в путешествиях на эндуро или в каких-то эндуро-сборах я вот сюда вот вешаю нижнее белье, вот сюда вставляю мотоботы, и все это очень быстро просушивается. Сильно, быстро очень сушат все абсолютно, что касается мотобот. Мотоботы не пахнут, мотоботы потом приятно одевать. И даже если они не мокрые, знаете, приезжаешь такой, вроде сухие, то все равно их быстренько помыл из керхера или протер там из шланга и сразу же подсушишь. Потому что то удовольствие, которое ты испытываешь, когда засовываешь ноги в чистые, сухие мотоботы, это просто.
Еще одна вещь, без которой не может обходиться точно ни один эндурист и уж, наверное, мотоциклист, ребята, это умные часы. Ребяточки, то, что меня действительно удивило в этом году, это Garmin. Вот такие вот часики, которые я вам сейчас про них расскажу. Итак, это не просто фитнес-браслет или умные часы, как Apple Watch там, и прочее 5-10. Это целая экосистема, которая позволяет вам, парни, в первую очередь не потеряться. Не в смысле там физической подготовки, хотя и в ней тоже, а в качестве навигации. Fiber of your being demands it, has to have it. В этих часах есть встроенные карты, которые подгружаются непосредственно из памяти, никакого интернета не надо, и все гарминовские треки могут быть здесь. Лично я езжу с этими часами. Во-первых, езжу я по следующему алгоритму. Я одеваю пульсовой нагрудный датчик, включаю функцию специальная «Эндуро» или «Следуй за мной», и получаю уникальный алгоритм Garmin, который в первую очередь анализирует, что я делаю сейчас, насколько я загружен, что там с моим ВО, максом, и, короче, все параметры тренировки, давайте так, они у вас отображаются, и вы точно сможете легко тренироваться. Они еще, кстати, дают очень умные советы, где ваш тот самый лактатный уровень, когда больше не надо. Поэтому очень рекомендую именно эти часы. Это Fenix 6S. Называется. Значит, держат они порядка 10-7 дней. Я с ними путешествую, езжу. Они брони неубиваемые, и вообще часы очень классные. Короче, почему для эндуриста? Потому что в них есть карта, не нужен навигатор. Вы всегда сможете вернуться, там прям есть кнопочка «Верни меня домой». То есть начали тренировочку, нажали, поехали. Все параметры сразу скидываются в Страву. В общем, целая экосистема, которая находится в этих часах. И ни одни, в принципе, умные часы не могут ее перебить. Да, Polar что-то сделал подобное, что-то догоняет где-то Suunto, но всякие Apple Watch — это все детский сад по сравнению вот с этой игрушкой. Поэтому вот эта штука меня действительно удивила. Она, кстати, позволила мне так довольно сильно похудеть, потому что регулирует мой тренировочный процесс. По этим часам я как раз и занимаюсь. Самое важное в спортсмене – это восстановление. Эта штуковина может это делать. This is the face of adventure. This is the Fenix 6 series. From Garmin. Были у меня в 2021 году и не самые позитивные эмоции. Знаете, парни, вот бывает у меня такое, идешь по магазину, заходишь в магаз и просто за свои деньги покупаешь то, что всегда хотел. Таким образом, я купил себе вот эту очень красивую, как я ее называю, честно, свадебную форму компании Scott. Очень классная, правда. Она такая, прям она космическая. Я в ней, кстати, ездил в гонку и прям был, наверное, самым красивым человеком там. Она такая old school. Мотокросс 70-х годов. Но случилась с ней одна небольшая проблема. Вот она. Вот так она выглядит, эта проблема. И знаете, парни, это одна гонка и буквально, может быть, 3-4 тренировки. Протерлась жопа. Ну, это такое себе, когда ты покупаешь форму за там почти 20 тысяч рублей. Согласны? Поэтому я вам сейчас покажу форму, которая не так хорошо на мне сидит. Она не такая кайфовая. Она, может быть, не настолько технологичная, но она просто неубиваемая. Мне она не очень нравится только потому, что она, знаете, такая шароварная. Ну, я это списываю на комплекс толстого человека. Вот она, от компании Vector. Vector традиционно, к сожалению, не может попасть в размеры. В принципе, поэтому вот так выглядит форма. Ребята, у меня таких 2 комплекта, и в этом комплекте я проездил уже 1,5 сезона. Ну, вообще ничего. Вот прям от слова совсем. Если бы в ней еще парни научились попадать в размеры, то было бы вообще прекрасно. На следующий сезон купил себе Alpenstar. Буду пробовать, но, говорят, тоже одноразовая форма. Вообще с формой довольно сложная история. Напишите свой опыт эксплуатации разных форм, потому что, ну, да, вроде как хочешь быть красивым, импортным, молодым человеком, одеваешь эту форму и понимаешь, что, 2-3 гонки, и ей просто наступает конец. Поэтому, конечно, парни из Scott удивили, но не в лучшую сторону. Идем дальше. Проведя фактически 2 года
года в путешествии и встречая огромное количество увлеченных людей мотоциклизмом и эндуро, я для себя понимаю, что огромное количество народу имеет талант в блогинге и в саморазвитии. И очень частый вопрос в моем инстаграме, кстати, если не подписан, обязательно подпишись: на какую камеру ты снимаешь, Васильевич? И вот в конце 2021 года я вам могу точно, абсолютно сказать, какие должны быть камеры у вас для того, чтобы вы могли начать заниматься мотоблогингом и снимать побольше эндуро и вот этого всего. Давайте перейдем, и я сейчас вам все расскажу, как не потратить много денег, ну а главное начать снимать здорово, качественно, ну и почти не хуже, чем канал Все в Эндуро. Итак, сейчас на моем столе из коробок Hebo лежат две камеры. Первая — это Osmo Pocket 2. Это очень классная камера для записи. Я ее использую очень часто для записи непосредственно вот таких вот историй. Здесь я просто записываю себя. Она имеет трехосевую стабилизацию. И у тебя есть всегда возможность снять красивые проходочки, снять себяшечки. Главное, здесь есть дополнительные линзы. Вот так вот, если вам мало, рыбий глаз одеваете, и вы становитесь вообще прям большой-большой. И как будто не вы себя снимаете, а вас кто-то. Ну и еще крутая штука, что здесь есть микрофон. То есть, что важно в YouTube, это качество вашего голоса. Поэтому микрофон, в принципе, вот такой вот, он прям супер. Ну и, конечно же, удобство, скорость. Я ее беру фактически на все съемки больших крупных гонок, когда я непосредственно общаюсь с участниками. Ну или, например, если вы хотите записать себя в каком-нибудь мотопутешествии, сидя в палатке, общаясь, так сказать, сам с собой в одиночном или со своими друзьями. Это очень крутая камера, и я вам рекомендую рассмотреть. Кстати, стоит совсем, относительно камер недорого. Конечно, канал Все в Эндуро пишет уже на более крутые всякие истории, типа Fujifilm, X-T4, X-T10, XS10, прошу прощения, Canon, но эти камеры у нас всегда с собой. Ну и, конечно же, ребята, это GoPro 10. Вот так она выглядит. Она просто прекрасна. Вообще, я никогда не любил GoPro-шки, честно вам скажу, потому что они глючные, тормозные, могут зависнуть, и вот это все мне не нравилось. Но GoPro-шечка 10 много решила подобных вопросов. Кстати, на них вышли новые аккумуляторы под названием Enduro, и они держат лучше на морозе, и они больше по объему. Короче, GoPro 10 это сейчас must-have точно для всех эндуристов. Очень часто задают пацаны вопросы, как снимать, например, какие-то тренировочки и куда ее ставить. Значит, самое лучшее крепление это вот сюда вот на бороду. Если вы работаете непосредственно и пишете для сторис, то камеру нужно развернуть вот так и писать ее вот так. Если вы хотите больше какого-то дополнительного экшена, то нагрудная история. Ну, главное запомните, чем больше кадров вы запишете, тем лучше. Вот такой набор, ребята, в конце 2021 года абсолютно точно станет для вас настоящей путевкой в мотоблогинг. Здесь вы записываете какие-то интервью, сами свои мысли, истории и, не знаю, там, обзорные какие-то, можно, кстати, художку на нее писать. А здесь вы пишете непосредственно экшен, ну или, в конце концов, она тоже неплохо, я вам должен сказать, пишет себяшки или какой-то разговорной истории. Ну, по крайней мере, точно лучше, чем 9-й GoPro. Ребяточки, продолжаем. Для нас 2021 год вообще прошел под эгидой путешествия. Наверное, стоит сделать об этом выпуск. Кстати, напишите об этом мне в комментариях. Стоит ли делать лучшие локации мира для эндуро и хард-эндуро? В принципе, мы много где побывали и есть о чем рассказать. Так вот, путешествий было много, и это были не только эндуро-путешествия, но и всякие туристические истории. Такие как, например, поехать куда-нибудь далеко по Турции на ГСах. Или рвануть куда-нибудь по Грузии, по каким-нибудь прикольным местам на XR-ах. Или поехать по Киргизии прокатиться, кстати, одно из лучших путешествий, которые мы вообще испытали.
И я всегда к дорожной экипировке относился довольно, ну так, скептически. Но когда ты переходишь вот эту грань дорожного асфальта и переезжаешь в какие-то сложные места, где нет связи, где уже все зависит от тебя, вот там и включается та самая жила, которым обычно включается у нас в хард-эндуро. Парни, короче, в этом году я открыл для себя вот такие вот мотоботы, называются они Alpinstar, господи, Тукан, вот, смотрите. Значит, офигенные мотоботы тем, что они вообще никогда не промокают, вы можете вообще идти то есть дождевик вот сюда больше не нужен, вот скажем так. Они не промокают, они на Гортексе, они держат тепло, тебе в них не холодно и не жарко никогда, у них есть какая-никакая защита, а даже получше, чем, например, у тех самых Alpinstar. У них очень качественно все сделано. Я думаю, что если я был в этих мотоботах, то точно не сломал бы ногу в Непале. Так вот, теперь вопрос, что касается мотобот для путешествий, фактически закрыт. Очень вам рекомендую, парни. Я когда выбирал себе эти мотоботы, ну, все-таки, знаете, 40 тысяч рублей отдать, это такое себе. Я, честно, просмотрел все обзоры мировых всяких блогеров и понял, что вот, наверное, это одно из самых лучших. Кстати, товарищи, если вдруг ты знаешь что-то покруче, чем вот эти мотоботы, напиши обязательно внизу в комментариях, потому что, ну, для меня это прям топ-выбор 2021 года, и эти штуки меня сильно удивили. Я в них заезжал на ледники, я в них ездил по горным рекам, я в них путешествовал по жарким солнечным, значит, пустыням, и вообще чувствовал себя очень комфортно. Снимать не хочется, прям ходить можно. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно напишите про свой опыт эксплуатации вещей. Составьте свой рейтинг под этим видео, потому что мы все комментарии читаем, на все стараемся отвечать. Ну а главное, парни, вам огромнейшее спасибо за то, что вы с нами уже второй год, смотрите нас. Нам очень приятно. Все только ради вас. Вы были на канале Все в Эндуро. Продолжим. Это еще не новогодний выпуск. Новогодний еще впереди. Поэтому у нас много всего. Спасибо.